Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, 5 новых отелей уже на подходе. И мы продолжаем наше путешествие по Ничангу. Но прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же получить проход в бизнес-лаунж? Обязательно комментируйте данный выпуск, ну либо просто бронируйте по ссылке в описании. И сегодня мы отправляемся в такие отели, как Уйдонг Отель and Apartment Ничанг, Есака Сайгон Ничанг Отель and Spa, Dolphin Отель Ничанг, Сенк Отель Ничанг и Best Western Premier Marvella Ничанг. Ну что, полетели. И начинаем мы с Уйдонг Отель and Apartment Ничанг. Ну, как сказать... Апарты обещанные, но вот в описании обещали стиральную машину. Я очень удивился, когда посмотрел, что в 15 квадратах обещают стиралку. Думаю, что-то странно и подозрительно. Так и получилось. Приехали и сказали, стиралки в данном номере нет. Хотя в описании было. Ну что, бывает такое, поэтому написали в поддержку, нам сказали сори, вот вам бонусы. И компенсировали полную стоимость проживания, так что жили бесплатно. Вообще красота. Что можно сказать про сам отель? В принципе, все новое, чистенькое, это апарт-отель. Ну, номера крохотные. У нас, по крайней мере, был очень крохотный номер, но мы, в принципе, разместились. Чемодан особо не пооткрываешь, поэтому заехал, поспал и выехал. На этом все. Так и есть. То есть, если вы планируете не на долгий срок, то, думаю, отличный вариант. По цене, по качеству отлично. Но если вы хотите на долгий срок, там есть апартаменты уже побольше, с кухнями, со всеми. К сожалению, была полная загрузка, поскольку мы были сезон, снять не удалось. Но бывает такое. Сколько ставишь? Здесь я поставлю 7. Да, я соглашусь, 7 нормально. За то, что чисто, приятно находиться, хорошо интернет работал. Перемещаемся мы в Есака Сайгон Ничанг Отель and Spa. Это сеть отелей Сайгон Тур, компания, которая продает и туры, и все остальное, сопровождает. И у них есть как раз сеть отелей, разных отелей, и в Дананге, где сейчас находимся, и в Ничанге, и во Вьетнаме, в целом в разных локациях. Здесь отель проходит в данный момент реновацию. Мы жили в новом уже номере, обновленном, хотя есть еще и старенькие. Мы решили пожить в экспириенсе, таком удивительном. На нашем этаже шел ремонт, и мы сказали, да, мы не боимся шума ремонта, а нам нужен новый номер, чтобы оценить, как в дальнейшем вы будете жить, комфортно, некомфортно, что понравилось, что не понравилось. Единственный момент, мне не понравился розетки, но мы сразу сказали, поэтому я думаю, этажи другие будут ремонтировать чуть-чуть тут, потому что они прям находятся в не очень удобных и доступных местах. Они их просто скрыли под тумбочки, обычно в тумбочке иногда делают, внутри выдвигающемся ящике, а здесь, чтобы получить доступ к розетке, надо прям на землю упасть и пролезть. Йогой позаниматься, короче. Что-то такое, да. По завтракам есть еда, но не очень разнообразная. В принципе, неплохо. За свои деньги общался с женщинами из Владивостока, которые прилетели. Сказали, мы прям очень выгодно прилетели. Чуть ли не за 40 тысяч рублей на 2 недели. Прям отличная цена. Мы же пожили там 2 дня, посмотрели, поснимали. Есть спа, есть ресторан. Очень прикольный ресторан, где проводятся ужины. Сет-меню такое, по крайней мере, нам предложили. Морепродукты. Хоть я и не очень люблю морепродукты, но здесь я прям с удовольствием их поел. Прикольные мидии запеченные с сыром. Классно. Да, в принципе, отель находится в процессе реновации, развития. Он старенький. Но я думаю, в будущем они закончат и отремонтируют и бассейн, и ресторан будет хорошо выглядеть, и лобби. Единственный момент, несмотря на то, что завтраки съедобные были, но было грязновато. Столы и скатерти, конечно, за ними надо получше следить. А так, в принципе, отличное место. Первая береговая линия, вы ходите, и вы уже на пляже. По поводу столов и грязновато, Влад, ты приходишь на завтрак, когда уже все поели. Соответственно, перед тобой застилать скатерть никто не будет. Поэтому хотите чистоту, ходите раньше. Есть бассейн, есть спортзал, есть ночной клуб. В целом, я бы порекомендовал этот отель за свои деньги, плюс обновленный ремонт. Это прям хорошо. Снижу только за завтрак, поскольку пока не очень такое разнообразное. А в целом, прям прикольно. Я бы поставил 8, 9, может быть. 8 остановлюсь. Я тоже на 8 остановлюсь. Тут достаточно привести ресторан в порядок и закончить реновацию. Поэтому с удовольствием есть возможность, посещайте. И перемещаемся мы в Dolphin Отель Ничанг. Такой небольшой отельчик, ну не хомстей, но такой лонг
stay. Номера Long stay для длительного длительного проживания. А что ты так думаешь? Ну, потому что, в принципе, номера простые, по цене прям хорошо. Я думаю, можно на длительный срок здесь снять. Прайс будет очень хороший. Номера все чистые, по крайней мере, все, которые я смотрел, прям хорошо. Есть момент к столу, есть момент к холодильнику, который плохо открывается. Ну, по крайней мере, в нашем номере было. А то, что плохо открывался, он как-то не... Ну, неправильно расположен. Может быть, если бы одна кровать была, а не две, тогда бы все отлично. А у нас две кровати, и за счет этого было мало места для того, чтобы холодильник открывался. Есть стол небольшой, кофейный, так, отличный вид на горы был в нашем номере. Точно так же хороший вид и на город, поэтому здесь прям нормально. Есть номера, кстати, без окон. В принципе, все светло, интернет работает нормально, да, то есть претензий не было. Ну, не знаю, мне прям понравилось за свой бюджет, опять же, отличный вариант, и я бы, может быть, если бы приезжал в какой-то длительный срок, я бы там остановился за свой бюджет прям хорошо. Рядом торговый центр, кафешки, море недалеко. Да, в принципе, достойный вариант, все чисто, красиво, интернет работает хорошо, бассейна нет, спортзала нет, но можно дойти там в течение 10-15 минут прогулочным шагом до моря. Торговый центр тоже рядом, кафе, рестораны, массажные салоны, в принципе. И главное, тишина. Он находится в таком тихом переулке, где нету ни банбао, ни караоке, ни шумных каких-то вечеринок. Тишь, гладь да красота. Матрасы мягкие, постельное белье свежее. В принципе, спать было довольно комфортно. Здесь я ставлю, я вот даже 9 хотел. Я 9 поставлю. Я поставлю 9, потому что за свой бюджет, за то, что есть, и прям 9 отлично. И перемещаемся мы в Сенк-отель Ничанг. Ну, изначально он выглядит хорошо, но когда уже заходишь в сами номера есть разные, и уже такой прям лобби хорошее, то есть прям приятно. Номера есть прокуренные, мы поменяли на другой номер, потому что в нашем прям жутко пахло табаком. Постельное было чистое, Да. но вот какая-то уже старость, затхлость, номера с окнами, а окна идут в атрум, то есть вентиляции никакой нету, и вот эта сырость, она прям плесень немножко пахнет и не очень приятно. Кондер был грязный, нам его чистили, проблема была со светом, что-то в туалете, но в принципе пришли, все отремонтировали, все починили. Отель такой неоднозначный, вроде все красиво, а так находиться не очень комфортно. На одну ночь, наверное, максимум 2. Единственное, это близость к морю, находится в переулке, который выходит на море, и также все в пешей доступности, тоже очень удобно. Да, локация очень отличная, недалеко от торгового центра, Лотос, и много разных магазинчиков, кафешек и массажных салонов. Тупик, где он находится, там кроме 3 отелей в этом тупике ничего нету. Так, в некоторых номерах даже море видно, поэтому как вариант остановиться возможно, но я бы выбрал другой вариант, за эти деньги можно найти поинтереснее. Сколько ставишь? Я здесь 7 поставлю, снижу из-за запаха плесени, по грязному кондеру, комфорт пребывания, именно само ощущение, как-то так. Прям замкнуто. За счет того, что темные тона какие-то здесь, вот дерево, да, вот это не так светло, а когда темно в номере, еще и окон нету, либо который в атрум выходит, прям такая угнетающая обстановка создается. Согласен. Я здесь ставлю тоже 7. Мне очень комфортно было находиться здесь. И завершаем мы сегодняшний выпуск Best Western Premier Marvella Ничанг. Прям, так сказать, оставили шоколадку напоследок. Отличный отель. Что хотите, 5 на первой береговой линии находится. Огромный плюс, и я прям заценил, особенно после Сингапура нынешнего, в котором мы побывали. Есть симулятор гольфа. Реально прямо рекомендую. Вы оцените, надеюсь, эту игру. Сам играл в первый раз. На 2 часа там дали поиграть. Мы сказали, ладно, через полчасика приходите, мы так поиграем, мяч пошвыряем, да. Звонят через час, вы там как? Мы 2 часа будем. И в итоге мы все 2 часа проиграли и, так сказать, потренировались. И я говорю, в Сингапуре можно было участвовать в чемпионате по мини-гольфу и забивать лунки. Прям классно. За 200-300 тысяч вьетнамских донгов прям я рекомендую, очень рекомендую, сходите, не пожалеете. Комфортный отель, встречает
лобби двухэтажное. На первом этаже ресепшн, бар. Вы ожидаете заселения. И на второй этаж нас пригласили, показали нам VIP-лаунж есть. Доступ в этот VIP-лаунж имеют некоторые гости, и при заселении, либо при отъезде они там могут и чек-ин, и чек-аут сделать, то есть без лишней толпы народа, и очень удобно, есть чай, кофе, какие-то перекусы, прям приятненько. Есть спортзал неплохой, есть разные тренажеры, но не прям уж прям супер-пупер. Хороший спортзал, отличный вид на море, то есть ты бежишь, смотришь, любуешься морем, лодочками, прям приятно. Есть спа, массажный салон. Что касается самих номеров. Номер просторный, у нас был с видом на море. Постельное белье свежее, кровать тоже такой средней жесткости матрас, было спать довольно комфортно. Мне очень понравилось. Единственный момент, будьте внимательны, особо некуда вешать мокрые вещи, а в отеле есть штраф за размещение вещей на балконе. Я ходил по разным категориям номеров, во всех приятно находиться, каких-то больше вид на море, каких-то меньше вид на море, но все отлично. Есть семейные номера большие, есть романтик номера с ваннами в комнате, есть, кстати, забыл сказать, детский клуб, так что с детьми там тоже можно отдыхать. Завтраки тоже разнообразные, есть и сыр, и бекон, кто-то у нас любит очень, и, в принципе, вьетнамская кухня, европейская кухня. Здесь по завтракам два завтрака, так сказать, два места для завтраков, как раз для премиальных категорий наверху, у бассейна. Та же самая еда, что и на нижнем этаже, что и наверху, все одинаково. Просто по народу гораздо меньше, естественно, на верхнем этаже, и вверху есть свежевыжатый сок, внизу, мне кажется, он уже выжат, а здесь он выжимается перед вами. А так вот, по идее, я что туда ходил, все одинаково. Вечером в этом ресторане также можно поужинать, ну и пообедать тоже можно. А выше есть еще Sky Bar, да, где можно вечером приятно выпить коктейли, посмотреть на вид, на ночной город. Прям здорово. Ну и, естественно, Infinity бассейн, откуда открывается тоже отличный вид на город. Восход и остров Винперл. Я прям рекомендую этот отель, мне очень понравился за свои деньги, за свой уровень, того стоит. Сколько ставишь? 10 баллов. Соглашусь, десятка. Что-то у нас сегодня и в последнее время слишком много согласия по номерам. Напоминаю, что все отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении. Бронируя авиабилеты и отели, вы становитесь участником нашего новогоднего розыгрыша и можете выиграть проживание в отеле. А в нашем телеграм-канале вы найдете информацию, как купить eSIM за 1 рубль. Ну что, переходим к нашему рейтингу. На первом месте у меня будет Best Western Premier. Удивил, прям удивил. Второе место я поставлю Ясака Сайгон Ничанг Отель and Spa. На третье место у меня пойдет Dolphin Отель Ничанг. На четвертое место я поставлю Уйдонг Отель and Apartment Ничанг. И завершу Синк-отель Ничанг. Я соглашусь с тобой в данном порядке, но вот если ехать на недельку, то, мне кажется, я бы Сенк-отель я бы убрал. Хотя локация хорошая, но из-за запаха вот этого плесени я бы, наверное, не остановился там. Но как вариант, если они там что-то вентилируют, какие-нибудь поставят освежители, озонаторы, удалят этот запах. У них стояли там освежители воздуха. Ну, они справлялись. Да. Поэтому надо что-то помощнее ставить, видимо. Уйдонг я бы отредактировал информацию на их месте на сайте, чтобы не вводить туристов в заблуждение, где у вас в каждом номере есть стиральная машина. Обещали поправить, не смотрел еще, может быть, и исправили. Вот эти бы отели убрал, а как бы я бы путешествовал, я бы, наверное, начал с Dolphin. Почему? Потому что первые денечки мы закидываем вещи и идем гулять. Приятная, хорошая обстановка, вы все равно гуляете, приходите только спать. Затем я бы уехал в Ясака. Неплохой, здесь можно и в баре, в клубе потусить, и развлечься, и вообще в другой стороне города, и также ходить гулять, плюс ужин приятные. И завершил бы как раз Best Western с гольфом, еще прекрасным видом из скайбара, попивая коктейльчики, смотря на ночной город, ну и прекрасная обстановка во всем отеле, и море буквально через дорогу. Да, здесь тоже абсолютно соглашусь. Довольно комфортное было бы путешествие в таком плане. Ну что, на этом у нас все. Напоминаю, пишите комментарии, ставьте лайки, и вы участвуете в нашем розыгрыше. Ну а где бронировать отели? Естественно,
непосредственно на нашем сайте и в нашем приложении и участвовать в новогоднем розыгрыше. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.